Ребятушки, всем привет, с вами Андрей. Ну что, первый день моего отпуска. Я уже стою на заправке, пью кофе. Сегодня мы утром выехали с Гамбурга, в 4 часа встали, перекусили, сели в машину, проехали Эльб-туннель, потому что у нас там постоянные пробки. И сейчас уже летим в сторону Мюнхена. Первая остановка, время 6 часов. У нас очередная остановка, немножко прошлись, ноги размяли, потому что сидеть долго, ноги затекают, плюс сейчас хорошая погода. Мы в Гамбурге утром уезжали, было плюс 10, было небо все затянуто. Сейчас мы отдаляемся от Гамбурга, это мы едем уже с севера на юг, и погода меняется, плюс 20, и солнце светит, ребята, вообще. После месяца дождей непривычно. Вот я сижу, у меня же глаза болят. Знаете, я вам скажу, что я не привык к солнцу, потому что в том плане ты летом солнце не так часто видишь, и у тебя постоянно серое небо. И когда ты попадаешь на солнце, ты постоянно в очках ходишь, так как у тебя на солнце уже больно смотреть. Я вот сижу за рулем, еду. И даже вот было поначалу немножко так, солнце было за тучками, да, но я все равно в очках ехал, потому что, блин, для меня это было сильно светло. Но сейчас я привыкну, надеюсь, за пару дней к солнцу, и будет все нормально. Небо уронит, ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят. Небо уронит, ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят. Ну что, ребятушки, мы остановились в городе Нюрнберг, недалеко от города Мюнхена. Это очень старый, красивый город. Этот город был еще основан в X веке. Здесь есть крепость своя. Город сохранился в хорошем состоянии. Пройдемся, просто посмотрим. Ну и перекусим заодно, потом поедем дальше. Автобус полный. Ist voll. На маленький автобус мы пролетели, так как люди уже все места заняли. Надо ждать целый час. Есть вариант с большим автобусом. Город небольшой, поездка заняла всего лишь 40 минут. Интересные факты. Оказывается, были изобретены такие вещи, как глобус, карманные часы. И много разных патентов было как раз зарегистрировано в этом городе. Ну что, мы сделали небольшую такую экскурсию, ребята. Сейчас садимся в машину, еще 180 километров до Мюнхена. Там нас ждет отель и ужин. Ну что, мы уже приехали на место назначения. Перед отелем есть небольшая заправка деревенская. Дизель 1 евро 69. В принципе, цена дешевле, чем я заправлялся в Гамбурге. Цена была 1 евро 72. В Мюнхене почти 1 евро 80. Ну, в деревне, сами понимаете, дешевле всегда. Давайте, все, мы заходим. Заселяемся в отеле. Успели. Ну что, ребята, вот наша комната. Смотрите, тут будем спать. 2 комнаты. Это для нас, для взрослых, с туалетом. А здесь будет спать наша дочь. Мы в этом номере уже ночевали года 2 или 3 назад. Это не первый раз. Просто в эту поездку, когда я хотел заказать отель, я зашел на страницу booking.com,
И там этого номера не было. Все номера были разобраны, раскуплены. Что я сделал? Я позвонил на ресепшн, в отель напрямую и сказал: а есть ли у вас номера свободные, хотя бы на 3 человек? Мне ответили: есть. И я заказал. Стоимость номера с завтраком 149 евро. Этот же номер, если вы будете заказывать на странице Booking.com, стоит 209 евро с завтраком. Примерно вот такая цена сейчас. То есть разницу почувствуете. И номер отличный, то есть свеженький ремонт. Появилась с прошлого раза, когда мы были 3 года назад, не было кофемашины и не было маленького холодильника. Сейчас вот он стоит под столом и работает, гудит. Приехали голодными. Вопрос остается открытым. А ресторана при отеле нет. У них есть своя кухня, но это только завтрак в цену входит. Если что-то вечером, надо будет идти посмотреть по соседним ресторанам. Мы здесь уже были раньше, знаю, что есть пиццерия рядом, а потом турецкая булка с мясом, это дёнер называется. Рестораны есть, так что можно пройтись и покушать. Время пока у нас есть, вечер весь впереди. Выезжали с Гамбурга, было плюс 10. Я был в кофте, взял с собой куртку на всякий случай, потому что думаю, приедешь сюда, в Альпы, а здесь, наверное, тоже погода так себе. Сейчас здесь 24 градуса. 24 против 10. И солнце светит. Так, сейчас моя задача пойти до ресторана и узнать, есть ли у них еда на вынос. Если есть, возьму я в номер. Если нет, звоню своим, и мы кушаем в ресторане. Короче, 2 варианта, третьего не дано. Доброе утро. Проснулись, собрались сейчас на завтрак и потихонечку будем собираться уже в дорогу. Наш сегодняшний путь пролегает через Австрию, Словению, и место прибытия — это Хорватия. Ехать 6 часов через границы. Ну что, ребята, каждый раз, когда мы едем в Хорватию, мы останавливаемся на этой остановке. Горячий тоже можно взять, да? Суп. Разные супы, ребята, можно попробовать. Все стоит вкусно, как выглядит. А это что такое? Рис, капустка, мяско. Что-то тут недавно у них так подгорело, такой дымок стоит. Так, салатики. Вы как поняли, мы остановились на обед, небольшой перекус. Отдыхаем, кушаем, смотрим, любуемся горами и едем дальше. Австрия — это родина Моцарта, и в каждом небольшом ларьке, в магазинчике есть вот такие атрибуты. Стоит
Ну, 10 евро. 9,80. Это типа зима в Австрии. Только я не могу понять, почему табличка кверх ногами. Если стоит на столе или где-то, то ты не прочитаешь. Вот это правильная табличка. Ну да, классно. Ну что, ребята, пообедали, прошлись по сувенирному магазину. Купил я такой магнитик. Ну, попросили меня. Вот. А сейчас жду своих. И пока есть время, я взлечу на дроне. Пересекаем границу Австрия-Словения. Дорога на нашей стороне свободная. По другой стороне вижу, машины стоят. Люди отдохнули, едут домой, немножко постоят в пробке. А мы едем в отпуск. Нам пробка не нужна. Находимся уже в Словении. И я вижу на противоположной стороне небольшая пробка. Километров уже 5. Люди едут с отдыха. Я тут сходил в платный туалет, дали такие купоны по евро. Я думаю, что можно их использовать на кассе. Тан. Окей. Zwei. А то? Или... А нет, то. Окей. Евро 40. Неплохо. Окей, thank you. Ребята, разница в цене чувствуется. Я использовал 3 купона и взял чашечку латте макьято и 2 жвачки. Это бесплатно. Каждая по купону я использовал. То есть 3 купона, 3 вещи взял. Всего лишь доплатил евро 40. Такие бы цены в Германии, блин. Так, мы едем в сопровождении полиции. Такой конвой. Нас до границы провожают, потому что таких гостей надо встречать только с полицией. Вот, еще пока без мигалок едем, но так нормально. Все дорогу уступают, нигде не стоим, без пробок. Все, осталось до границы с Хорватией 3 минуты езды. И мы, я думаю, что беспрепятственно пересечем границу. Так, аккуратненько. Людей вообще не вижу, что кто-то сидел. Сейчас едем по хорватской платной автомагистрали. Как я называю, это дорога для туристов, так как местные здесь не ездят, потому что за это надо платить. Ездят они по второстепенным дорогам, а вот в основном только туристы, которые приезжают в Хорватию, ездят. Вот видите, Словения тоже сюда приезжают отдыхать. Итальянцев много. Почему итальянцы едут в Хорватию отдыхать? Потому что здесь дешевле по сравнению с Италией. Очень много итальянских машин мы уже увидели. Ну и немецких тоже. Австрийцы тоже есть. Вот. Дорога, смотрите, свеженькая. Очень такая хорошая. Едешь себя 110. Вот такой номер в отеле Плава Лагуна. Угу. Есть своя спальня. Ну что, ребятки, мы уже приехали в отель, заселились. Сейчас я пойду машину поставлю на парковку, плюс чемодан надо вынести. Короче, надо организационные дела решить, а уж потом можно пойти на ужин. Покупаем картину, не отходя от кассы. Потому что сам художник говорит, что он уезжает и его не будет завтра. Так что берем красивую картину. Покажу картину.
Вот такая картина небольшая, красивая, нарисована маслом. И даже мне понравилось. Поужинали отлично. Время уже 8-9, на улице жара. Тут волейбольная площадка, там кафе. Ну, короче, можно хорошо посидеть, вечером отдохнуть. Но я-то приехал на море с семьей, так что мы идем к морю и будем купаться. Виды офигенные. Не удержался, искупался. Закат уже близок, а мне пофигу, залез в море. Море очень теплое. Сейчас идем смотреть закат. Я тут уже как по-деревенски в купальных плавках, в сланцах. Короче, пофигу. На море приехал. Все одеты по-вечернему. А я тут с сумкой раздетый. Дорвался до моря. По курсу вражеский туристический корабль Пула с туристами. Ну что, беру на абордаж. Я нахожусь на вершине холма. Отсюда очень красивый вид на побережье. Пока еду, слышен звук цикад. И с левой стороны оливковая плантация. С правой стороны небольшой залив. Бухточка, если правильно сказать. Я нахожусь уже внутри крепости. Что-то мне тут напоминает надгробие.